Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию наших обзорных сюжетов о Москве. Мы с вами наблюдаем, как меняется город. Движение наше происходит по проспекту Андропова в сторону центра. Позади нас парк Коломенское, чуть дальше также позади Царицына. Ну а впереди уже показался Нагатинский мост, под ним протекает река Москва, и параллельно нашему движению располагается Замоскворецкая ветка метро. На карте метро она обозначается зеленым цветом. А с правой стороны от нашего движения появился парк «Остров мечты». Скоро он откроется на территории Нагатинской поймы на юге Москвы. Его площадь достигнет около 100 гектар, это примерно 140 футбольных полей. Это будет один из крупнейших крытых тематических парков в мире. На его территории появится природная зона с озерами, отель, детская яхтенная школа, рестораны и магазины. Вокруг детского центра разобьют ландшафтный парк, там предусмотрены прогулочные аллеи, сады, фонтаны, детские площадки, один из самых больших веревочных парков, открытый кинотеатр на 800 мест и амфитеатр на 1400 мест. Конечно, мы с вами тут побываем и сделаем свои зарисовки, но она с вами в этом сюжете затронет противоположная сторона — технопарк. Зрители канала просили показать его, и частично мы его сегодня увидим. Здесь мы уже наблюдаем торговые площади разных компаний. Они очень быстро понимают, где расположены перспективные районы, и очень быстро возводят в рабочий режим свои точки. И также мы видим строительство наземного перехода пешеходного с траволаторами от станции метро Технопарк Замоскворецкой линии московского метрополитена через проспект Андропова в сторону парка «Острова мечты». Вот такая у нас панорамка со стороны проспекта Андропова. Сделаем коротенькую зарисовочку торговых центров, парковочных точек и самого проспекта. Вот так вот это все выглядит со стороны проспекта Андропова, ну и частично выглядит парк. И давайте с вами перенесемся к выходу станции метро и выдвинемся в сторону территории технопарка. Итак, добраться до парка можно от станции метро Технопарк, Замоскворецкая линия метро, с которой его свяжет стеклянный пешеходный мост над проспектом Андропова. На огромной территории также по соседству есть станция ЗИЛ Московского центрального кольца. На территории ЗИЛа открылась уже новая магистраль, проспект Лихачева и улицы общественного значения, которые мы с вами видим. Всего здесь построят более 30 километров дорог и мосты через Москву-реку. Вот так вот выглядит станция метрополитена с одноименным названием парка. Многое, конечно же, еще строится, многое добавится и в ландшафтном дизайне. И, конечно же, это не полная картина, но уже сейчас можно представить, что здесь будет в перспективе и какой резкий старт даст в развитии «Остров мечты». Уже появились современные здания с современными материалами, которые мы с вами видим. Сейчас здесь все потихонечку мы с вами рассмотрим. И планируется, что по наземному переходу, который мы с вами видим, все смогут напрямую попасть от транспортного пересадочного узла, который здесь будет под названием Технопарк, к входу в парк развлечений «Остров мечты», к остановкам общественного транспорта. И кроме того, переход соединит транспортно-пересадочный узел и бизнес-центр парка. Предполагается, что данный объект сократит время, которое требуется пешеходам, чтобы пересечь проспект Андропова. Вот так вот выглядят уже сейчас офисные и жилые здания. Просматривается придворовое благоустройство. Тут есть где посидеть, есть и газонные территории, парковки открытого плана и также парковки под вело, электротранспорт, который вы сейчас увидите. Ну и также закрытого плана парковочные площади. Во многих домах уже проживают семьи, и сегодня квартиры у станции Технопарк пользуются особой популярностью среди населения. Притягивает граждан развитая инфраструктура, также разные развязки, наличие транспортных остановок и социально значимых объектов.
Кроме того, на территории района постоянно возводятся новые комплексы, что-то подстраивается, что-то обновляется, дополняется. Это, конечно же, мы с вами сейчас все увидим. И вот на линии горизонта появились также вдалеке разные жилые комплексы. Комплексы предлагают комфортное жилье у станции Технопарк, различной категории и также стоимости. Инфраструктура в районе находится в процессе развития, как я уже вам сказал. Способствует этому застройка жилищными комплексами. Территорию осваивают крупные строительные компании Москвы, которые возводят не только комфортабельное жилье у самой станции Технопарк, но и социальные объекты. В эксплуатацию ведутся также детские сады, школы, спортивные комплексы и многое другое. Уже работают объекты здравоохранения, продовольственные магазины, бутики модной одежды и кафе. Купить квартиру у станции Технопарк могут граждане различным уровням дохода благодаря рассрочкам, ипотеке. И жилье здесь становится еще более доступным в результате разных программ. Напомню, что здесь будет транспортно-пересадочный узел Технопарк. Он будет построен на территории бывшего завода имени Лихачева, рядом с набережной и парковой зоной Нагатинской поймы. Многое впереди. Район очень перспективный. В скором времени мы с вами увидим большие изменения в этом прекрасном районе Москвы. Мы с вами обязательно сюда еще не раз возвратимся. Я предлагаю вам посмотреть на то, что здесь уже доступно и в каком стиле. И буду ждать от вас отзывы и комментарии к данному сюжету. Интересно услышать ваше мнение, что напоминает вам этот район, возможно, какую-то европейскую страну. Итак, давайте вместе посмотрим на все это, на все то, что нас будет окружать. И оставим какие-то комментарии в конце сюжета. Итак, вперед!